Привет, друзья! Мы находимся на парковке 4-го этажа Аврора Молла. Здесь открывается вид на мост и ночной город, красиво освещенный фонарями. По традиции всегда подхожу к корнеру и смотрю на круглый стеклянный купол и множество других этажей. Это захватывающе. Гуляю по лаунж-зоне, рассматриваю декорации, постеры и снова убеждаюсь в том, что ничего интересного, заслуживающего внимания, уже давно не снимают. Flow me way up to the shore, then let me let it come undone. Never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. И снова не новая новинка о Человеке-пауке, которую можно смотреть только из-за Бенедикта Камбербэтча. Мне очень нравится Доктор Стрэндж, и буду смотреть этот фильм только из-за него. Очень уютненько в Авроре. Давно не покупаю попкорн в кинотеатр, потому что, как-то я не понимаю, в чем прикол есть в кино и не видеть, что ты ешь. И к тому же попкорн очень опасно кушать из-за вот этих очень жестких зернышек, которые просто могут сломать зубы. И, в общем, я давно уже не покупаю. Очень классная новогодняя фотозона. Так как мы ходили в кино с папой в новогодние праздники 30 декабря, то кинотеатр был абсолютно пустой. Когда я ехала, то я думала, либо кинотеатр будет абсолютно полным, либо абсолютно пустым. Но нам повезло, кинотеатр был абсолютно пустой, потом, правда, добавилось где-то человека 4. Как бы в зале была полнейшая тишина, никто ничем не шуршал, и можно было наслаждаться фильмом по полной. По-моему, это первый раз, когда я сижу в кинотеатре и настолько пустой зал. Это, конечно, очень лакшери. Приготовились, сейчас буду записывать для вас матрицу. В тот день я уже записала 3 ролика на YouTube, и вот это был 4-й ролик, который я записывала в тот день. Вот, поэтому у меня 2-е видео уже в одном и том же свитере. Качество звука в Киномаксе просто зашкаливает. Настолько громко, настолько бьет по ушам. Но это в хорошем смысле. Конечно, я вообще не привыкла настолько громко слушать музыку или что-либо, но, наверное, именно для этого мы идем в кинотеатр, чтобы наслаждаться вот этим громким звуком и огромной картинкой. А в Киномаксе действительно просто огромный экран. Время было уже ночь, 11 часов. Это был один из последних сеансов показа «Матрицы». И знаете, все, что было в рекламе перед фильмом, это в основном были какие-то фильмы ужасов. Про каких-то монашек, про какие-то пожары, про крушение самолета. И это абсолютно не то, что я бы хотела видеть вообще в целом. И знаете, вот тот трейлер про крушение самолета, это как бы +1 к фобиям и страхам, которые у меня есть. Вот, а вообще я стараюсь в своей жизни избегать фильмов ужасов. С того момента, как я перестала их смотреть вообще, мне перестали сниться ужастики, и я очень этому рада. Поэтому советую вам тоже не увлекаться фильмами ужасов. В самом фильме было очень приятное музыкальное сопровождение. Вот мне нравится, когда идут какие-то действия в фильме, и музыку вообще практически не слышно, ты не обращаешь на нее внимания, но она в то же время есть, и она хорошо аккомпанирует. Фильм длился 2,5 часа. Я это выдержала, yes. Это было настолько долго,
просто нечто. Конечно, я люблю долгие фильмы и считаю это круто, что можно, например, за 2,5 часа полностью раскрыть персонажей, полностью погрузить человека в какую-то особенную атмосферу. Но касательно этого фильма это абсолютно не так. Персонажи не раскрыты. В фильме было настолько много убийств, насилия и ужасов, что это было совершенно неприятно смотреть на протяжении 2,5 часов. То есть я понимаю, что это фантастика, что там, возможно, должны быть какие-то драки, но в этом фильме полнейший перебор. Ну и из-за этих драк визуал тоже не самый приятный. Осталась ли я под впечатлением? Да. Получила ли ответы? Скорее нет. Фильм не особо дает ответы, а больше задает новые и новые вопросы и совершенно даже не отвечает на вопросы предыдущих фильмов. Есть то, о чем можно задуматься после этого фильма. Но все же человек в целом ищет какие-то ответы на загадки, на вопросы. Фильм оставляет некоторое чувство смятения, и я бы не сказала, что его потом захочется еще раз пересматривать. Чего нельзя сказать о предыдущих частях «Матрицы». Кстати, я шла на фильм с полной уверенностью, что это будет абсолютно отдельное произведение, не связанное с предыдущими частями, и даже для нового зрителя этот фильм будет как бы отдельным произведением, да, и понятным. Но он оказался непонятным. Даже по стилистике и съемке этот фильм абсолютно отличается от предыдущих частей. И знаете, мне понравился и каст, и, допустим, диалоги. Но сюжет сам, он абсолютно не проработан, и в фильме много времени уделяется сначала какой-то обыденной жизни, и другая половина, даже треть фильма, это уже фантастический мир. Но хотелось бы, конечно, больше фантастики, потому что обыденности у нас и так слишком много в жизни. И знаете, актеры были очень сильные, спецэффекты тоже могли бы вытянуть фильм, если бы было бы не так много драк, но задумка сама фильма, она полностью не проработана, то есть и потенциал актеров там зашкаливает, и бюджет, и камеры, и все есть, но только вот сюжет не дотягивает. Также не совсем понятен посыл фильма и его месседж. То ли это цифровая антиутопия, то ли это надежда на то, что человечество осознает реальный мир и пробудиться. Но все равно это полный винегрет, и получился какой-то безликий блокбастер со множеством спецэффектов, драк и взрывов, и оружия. Я думаю, каждый зритель и каждый фанат фантастики ждал от этого фильма гораздо большего. Но все равно спасибо и на этом. Спасибо, что вышла 4-я часть, и что наши дорогие актеры снова показали нам себя в этом фильме. Я считаю, что продолжение снимать это очень круто на самом деле, и круто, когда взрослые актеры играют, продолжают вот франшизу какой-либо линии фильмов. Актеры внешне, конечно, немного изменились, но душой не постарели. Для меня тема города машин совершенно не раскрыта. Могли бы заплатить побольше художнику, чтобы было больше вот этих кадров фантастического города, фантастических машин, а тут так все быстро промелькнуло, как в ТикТоке, и ничего не понятно. Моя фантазия требует продолжения этой франшизы. Я очень надеюсь на «Матрицу» и 5, и 6, и 7, и 22. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, если ждете новых видео. Намасте!